Сегодня у нас четверг, 17 апреля. Давайте посмотрим, что у нас со вчерашнего дня изменилось. Не сильно-то у нас что-то изменилось, да, у нас здесь какое-то поджатие было, да, треугольник мы рисовали. И у меня здесь вообще нейтральная позиция. То есть у меня и лонг, и шорт, небольшой плюс. Ну, он здесь не показывается, но как бы он есть. Вот, из этой точки там с небольшой дельтой плюсовой. Да, вчера я ждал и надеялся, что будет волатильность. Картинки там всякие интересные везде рисовал, в Твиттер, в группы в какие-то, да, но ничего не произошло хорошего. Как бы Паул интересного ничего не сказал, что-то сопли пожевал и ушел. Рынок практически на него и не отреагировал. Вообще эта неделя, как бы я честно скажу, что ничего еще толком-то и не заработал. Потому что вот такие штуки торговать, это такое себе удовольствие. Ну, во-первых, узкий, что здесь 86, 85, да, там 84. То есть 2-3 доллара, это, извиняюсь за выражение. Поэтому в каких местах можно вот херней такой заниматься, как брать позиции и вверх, и вниз? В той точке, куда вы знаете, что цена по-любому придет, куда бы она ни пошла. Хоть вверх, хоть вниз. Да, вниз я жду. Ну, 80, 78, 76, да, ну, максимум там 73 мы там упадем. Да, ну, прям самый хреновый вариант это там 68. Ну, я имею в виду сейчас. Понятно, что потом с отскоками мы можем туда и ниже прийти. Вверх у нас очень большое сопротивление. Это 88, там 92. Ну, может быть, там с проколом там до 94, но все равно мы оттуда как бы придем вниз. Что я делаю? Приходим сюда. Я здесь фиксирую шорты. Открываю лонги. Да, где-то вот в этой зоне. Ну, то есть я забираю прибыль от шорта, да, у меня убыточный лонг. Я его еще здесь добираю, да, у меня средняя будет условно там 79. И все, и мы идем как бы вверх. По тому же принципу как бы и выше. Потому что на самом деле я вот вообще не уверен, что мы прямо сейчас вот отсюда пойдем, допустим, вниз. У нас вот он этот диапазон, мы еще можем стоять в нем, черт его знает сколько. А я завтра уезжаю на дачу, и следить за всем этим мне будет особо некогда. У нас в Москве тут прекрасная погода на выходных обещается. Да, и поеду открывать дачный сезон. И не очень мне хочется там смотреть на графики. То есть я лимитки раскидаю, и все, и пусть оно там... Ну, буду, конечно, там посматривать там раз в пару часов, да, что там происходит. Ну, как бы сидеть там и смотреть, когда же мы там куда-то выйдем. Ну, никуда еще не вышли. Вчера вот была хорошая идея, если были бы какие-то новости, да, подскочили бы на 88, там может на 90, да, я там лонги бы свои закрыл. И полетели бы мы, взял бы шорт, полетели бы мы в шорт. Я там картинку рисовал в Твиттере смешную. Ну все, это был бы идеальный вариант. Но ничего не произошло, к сожалению. Ничего настолько, что мы даже вот из этого на 3 бакса коридора как бы не можем никуда вывалиться. Поэтому вот логика действий у меня примерно такая. Опционы, которые я вчера брал под волатильность, естественно, они оба как бы сейчас в минусе. Единственное, там экспирация завтра. Завтра с утра. Ну, скорее всего, как бы они могут быть потеряны. Я имею в виду деньги на них. Потому что они как раз брались под волатильность. Ну, у нас то иногда Трамп что-нибудь ляпнет неожиданно, да, а когда ждешь, вот что-то скажет, как бы готовишься, там какие-то опционы покупаешь, и раз, и ничего не происходит. Как специально они это делают. Так, ладно, давайте по эфиру посмотрим. С биткоином, в принципе, все понятно. А по эфиру... Да тоже, ну как, вот неделю можно, да, когда у нас неделя там началась? 12-го.
Как вот это вот можно торговать? Вот это вот? Что это такое? Хотя эфир, вон и здесь вон какие-то еле-еле душа в теле. Ну, здесь хотя бы вон какие-то палки, хоть и красные, но длинные и большие. Ну, в любом случае, когда мы отсюда вывалимся, да, здесь ликвидность все равно, она же накапливается, и будет большое движение либо вверх, либо вниз. Либо там снимут в одну из сторон ликвидность, потом пойдут в другую, поэтому гадать здесь, собственно говоря, дело неблагодарное, куда они пойдут. Не знаю, поэтому, ну вот, они попытались вниз, и опять ничего пока, к сожалению. Ну, сейчас посмотрим. Треугольник. Короче, ладно, будем ждать все-таки больше волатильности, потому что вот такие вещи тяжело очень как бы торговать. Я просто же не торгую там на всяких альткоинах там и так далее, потому что ну, я без стопов торгую, а там может выносить как бы куда угодно, поэтому для меня как бы биткоин он понятен. И там эфир относительно понятен, на эфире я как бы довольно-таки много потерял 2 февраля. Поэтому вот приходится такие вот штуки пережидать. Ничего не поделаешь. Вот прошлая неделя хорошая была, там где-то там около 30% к депозиту. А вот эту неделю как бы просто никакая. Ну еще вот у нас остается 1,5 дня. Может что-то изменится. Ладно, все. Всем пока. Завтра не будет выпусков, не знаю, если только в воскресенье после обеда.